Друзья, привет! Сегодня я предлагаю приготовить очень простой, быстрый, легкий, но вместе с тем вкусный десерт – итальянское печенье амаретти. И не просто амаретти, а амаретти с фисташкой. Скорее всего, оно отправится в коллекцию печений с трещинками. У меня на YouTube-канале уже есть несколько вариантов. Это шоколадное печенье с трещинками, это печенье красный бархат и еще одно амаретти. Ну что, давайте скорее начинать готовить. Для приготовления печенья амаретти с фисташкой и апельсином нам понадобится 150 граммов миндальной муки, 60 граммов фисташковой муки, 150 граммов сахарной пудры, 100 граммов яйца, цедра одного апельсина и дополнительно еще немного, буквально 20-30 граммов сахарной пудры. Натираем апельсин на мелкой терке. Апельсин прекрасно сочетается с фисташкой. Даже если вы готовите классический вариант просто на миндальной муке, то апельсин тоже прекрасно подойдет. Или апельсин, или лимон, цедра. Все готово. В апельсиновую цедру отправляем яйца и сахарную пудру. Взбивать ничего не нужно, просто перемешайте, чтобы вся сахарная пудра увлажнилась. Готово. Теперь сюда же отправляем миндальную муку и фисташковую муку. Я фисташковую муку делала самостоятельно, просто в комбайне подробила фисташку. Есть у меня здесь и крупные кусочки, ничего страшного, это не испортит мое печенье. Если по каким-либо причинам вы не хотите использовать фисташковую муку, то замените ее в той же пропорции на миндальную. Так, венчик уже убираем и домешиваем лопаткой. Наше тесто готово. Здесь у нас тесто, сахарная пудра и пергамент. Берем небольшое количество теста размером с грецкий орех. Отправляем его в сахарную пудру. Можно по несколько кусочков. И присыпаем сахарной пудрой. Так, обваливаем. Оп, перекладываем на пергамент. Тесто довольно-таки живое. Добавлять муку не нужно, это его нормальное состояние. Готово. Отправляем наше печенье в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 20, максимум 25 минут. Наше печенье готово, дадим ему остыть и будем пробовать. Давайте я покажу вам разлом нашего печенья. Вот так быстро и легко мы получили целую корзину вкусного печенья. Обожаю. Оно даже без фисташки очень вкусное. Но обязательно добавьте или апельсин, или лимон. Это очень вкусно, ароматно. Ну что, вдохновила я вас? Тогда скорее на кухню. Все очень легко, быстро и просто.
Ага, Лиза, ингредиенты-то не очень доступны. Да, есть немножко, но оно того стоит, поверьте мне. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах и на моих мастер-классах. Друзья, подписывайтесь, комментируйте, не забывайте ставить лайки и не забывайте, еще не забывайте, ничего не забывайте, меня не забывайте. Не забывайте, что видео выходит по вторникам, четвергам и субботам. Вот, видимся мы с вами целых 3 раза в неделю. Все, пока!